Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Василя. Сегодня свяжем детскую шапку. Шапку можно связать на любой размер. Я буду вязать на возраст 3-6 месяцев. Смотрите по таблице на экране. Я взяла окружность головы 42 сантиметра, глубина шапки 15 сантиметров. Получается, берем глубину шапки 15 сантиметров. Вот у меня здесь 15 сантиметров. Плюс отворот 5 сантиметров. И еще плюс 2 сантиметра. Это на стягивание макушки и на то, что полотно у нас сжимается. Получается 22 сантиметра. На такую длину нам необходимо будет набрать цепочку из воздушных петель. Шапка вяжется поперек на необходимую длину. Вот эта вот часть резинки в растянутом виде, она должна равняться обхвату вашей головы. Также здесь мы сделаем укороченные ряды на макушке. В розовой шапочке я провязывала в конце просто соединительные петли. Я здесь не делала укороченных рядов, поэтому здесь получилась вот такая вот макушка, более объемная. А на голубой шапочке у нас макушка ровная. И также мы сделаем бесшовное соединение. Вот у нас внутри, сейчас я покажу, где он. Вот он идет шов. Снаружи шва у нас не видно. Для вязания нам понадобится один моток пряжи на размер до 6 месяцев. Пехорка детский каприз теплый. Здесь у нас в 50 граммах идет 125 метров, 50% шерсть мериносовая и 50% фибра. Крючок номер 4, пластиковая игла с большим ушком и маркеры. Нить с клубка я вытягиваю с центра мотка, так вязать намного удобнее. Далее делаем петлю, заводим крючок и провязываем воздушную петлю. Это у меня первая воздушная петля. Далее вторая, третья и так далее. Набираем 40 воздушных петель. Я набрала 40 воздушных петель, и цепочка в нерастянутом виде приблизительно 22 сантиметра. Провязываем первый ряд, вяжем со второй петли от крючка, провязываем столбики без накида. Вводим крючок во вторую петлю, вытянули, и 2 петли провязываем вместе. Это столбик без накида. Крайнюю петлю отметьте маркером. Это у нас первый столбик без накида. Далее провязываем второй. Третий. И так далее. Провязываем всего 15 столбиков без накида. Вот я провязала 15 столбиков без накида. Их можно пересчитать по косичкам. Вот первая, вторая, третья и возле крючка 15 петля. Далее провязываем полустолбик с накидом. Делаем накид и провязываем 3 петли на крючке вместе. Вот этот переход отмечаем маркером. Далее провязываем в следующую петлю соединительный столбик. Далее полустолбик с накидом, соединительный столбик. Таким образом провязываем 19 петель, чередуя полустолбики с накидом и соединительные столбики. 19 петлю провяжем последний полустолбик с накидом. Провязывая в 19 петлю полустолбик с накидом. У нас всегда вот здесь вот будет начинаться с полустолбика с накидом и заканчиваться также полустолбиком с накидом.
В конце осталось 5 петель. Раз, два, три, четыре, 5. Их оставляем не провязанными. В конце всегда делаем одну воздушную петлю. Перевернули и будем вязать второй ряд. Провязываем второй ряд и вязать будем, захватывая только заднюю стенку петли. Провязывать будем также со второй петли от крючка. Вот со второй петли. И начинать будем всегда с полустолбика с накидом. Мы прошлый ряд первый закончили полустолбиком с накидом. И также начинаем с полустолбика с накидом. Далее идет соединительный столбик. Вот эту крайнюю петлю тоже можете отметить маркером, чтобы ее не потерять. Далее за заднюю стенку петли провязываем соединительный столбик. Далее полустолбик с накидом. Снова соединительный. Таким образом провязываем до маркера, где у нас идет переход. Получается, здесь у нас идет узор таким образом, что полустолбики с накидом вяжутся над полустолбиками с накидом, соединительные над соединительными. Провязываем до маркера. Перед маркером провязываю соединительный столбик, и где маркер, здесь провязываем полустолбик с накидом. И далее у нас идут просто уже столбики. Без накида также провязываем за заднюю стенку петли. Провязываем столбик без накида. И вот здесь вот отмечаем данный переход. И до конца вяжем столбики без накида. Их у нас 15. И в конце покажу, как провязать последнюю петлю. Последнюю петлю, где у нас маркер, провязываем за обе стенки петли. Заводим крючок под обе стенки. И также провязываем столбик без накида. В конце всегда делаем одну воздушную петлю. Перевернули. Вяжем также со второй петли от крючка за заднюю стенку. Провязываем снова 15 столбиков без накида. Провязали первый. И крайнюю петлю отмечаем. Провязываем до маркера. Здесь будет последний 15 полустолбик с накидом. Где маркер, провязываем последний 15 столбик без накида. Также за заднюю стенку провязываем столбик без накида. Далее идет узор. Начинается всегда с полустолбика с накидом. Делаем накид, заводим за заднюю стенку петли. 3 петли провязываем вместе. И переход отмечаем маркером. Снова чередуем, провязываем соединительный столбик. Старайтесь соединительные столбики вязать более свободно, сильно их не стягивайте. Далее снова полустолбик с накидом. Соединительный. Полустолбик. И так провязываем до конца. Здесь в конце у нас будет последний полустолбик с накидом. И здесь мы уже опустимся вниз и провяжем оставшиеся 5 петель. Провязываю, где маркер, последний полустолбик с накидом. Далее нам необходимо опуститься вниз, и здесь провяжем 5 соединительных столбиков. Вот здесь у нас есть вот такая вот перемычка сбоку. Вводим крючок под перемычку, опускаемся вниз в следующую петлю, вытягиваем и провязываем соединительный столбик. Первый, второй, третий,
4 и последний 5. Таким образом будем здесь формировать макушку. Далее делаем одну воздушную петлю. Будем провязывать 4 ряд. 4 ряд начинается также со 2 петли от крючка. Вначале провязываем 5 соединительных столбиков. Заводим крючок под заднюю стенку петли. Первый соединительный. Крайнюю можете отмечать маркером. Второй, 3, 4 и 5 соединительный столбик. Далее провязываем основной узор 19 петель. Начинается он с полустолбика с накидом. Накид за заднюю стенку. 3 петли провязываем вместе. Далее соединительный столбик. Снова полустолбик с накидом. Соединительный. И таким образом довязываем до маркера. Где маркер, провязываю последний полустолбик с накидом. Накид за заднюю стенку. Провязали. Далее идут столбики без накида. Провязываем первый. И отмечаем маркером. Далее до конца вяжем столбики без накида. Их у нас 15. И последнюю петлю провязываем за обе стеночки. Итак, я провязала 4 ряд. Далее ряды повторяются. Вяжется точно так же с 1 по 4. Не забывайте в конце всегда делать одну воздушную петлю. Здесь провязывайте 15 столбиков без накида. Далее идет основной узор, полустолбики с накидом и соединительные столбики. И в первом ряду мы не довязываем 5 петель. Далее вяжем второй ряд в обратном порядке. И в третьем ряду уже опускаемся вниз и провязываем оставшиеся 5 петель. Где у нас идет макушка, здесь не обязательно провязывать за обе стенки петли, можно также за заднюю стеночку. А где у нас низ шапки, мы всегда в конце провязываем за обе стенки петли, чтобы край у нас был ровный. Итак, провязываем самостоятельно с 1 по 4 ряд и вяжем необходимую длину. Я провязала весь моток, у меня осталось немного пряжи для того, чтобы сшить шапку. Последний ряд я провязала вниз. Будем сшивать снизу вверх и здесь стянем макушку. Как я говорила, резинка должна равняться в растянутом виде обхвату вашей головы. Здесь у нас нет лицевой или изнаночной стороны. С двух сторон у нас узор одинаковый. Складываем пополам. Вот с этой стороны у меня находится кончик нити. Здесь заводим крючок в крайнюю петлю. Вытягиваем нить. Здесь захватываем каждую петельку, заводим крючок. А с этой стороны у нас идут косички. Захватываем только заднюю стенку петли. Вводим крючок уже получается здесь во вторую петлю. Здесь также с этой стороны находим. Вот у нас первая. Во вторую заднюю стенку захватили. Провязываем соединительный столбик. Снова в эту петлю. За заднюю стенку. При сшивании старайтесь сильно не стягивать. Вяжите более свободно. Я провязала до конца. Ниточку обрезаем, оставляем кончик для стягивания макушки.
протягиваем через петлю, полностью вытянули. И теперь нить продеваем в иглу. Теперь нам необходимо собрать петельки по краю. Вот здесь вот видно, вот такие вот идут петельки сверху. Вот в них вводим иглу. И проходим по всей макушке. Собрали все петельки, аккуратно стягиваем. И еще раз проходим по кругу. Итак, макушечку собрали, ниточки все прячем под петельки. Вот такой вот у нас шов внутри. И здесь у нас шва не видно. Вот такие у нас получились чудесные шапочки. Если остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Не забудьте подписаться на мой канал и вяжите вместе со мной.